Всем привет! Вы на канале Варанчо. Мы прилетели в Эквадор, и сейчас мы находимся во второй высокогорной столице мира, городе Кито. И как обычно, в этом выпуске мы пробежимся по самым главным достопримечательностям этого города. Поехали! Мы выехали с Кито и ехали около 40 минут на север города. Почему? Потому что мы хотели попасть в музей Экватора или музей Солнца. Их здесь два. Сейчас мы будем разбираться, какой из них настоящий, где на самом деле проходит линия экватора. Сейчас прогуляемся, посмотрим. И первое, что на входе в музей я увидел, это лама. Лама, иди сюда. Бро. Вот он. Вот он какой. Мы приехали в музей, он называется Интина. На сегодняшний день настоящая линия экватора находится именно здесь. Где стоит монумент, мы туда тоже обязательно прогуляемся. Там находится подлинная линия экватора. То есть, когда экспедиция только-только открыла, на то время погрешности были, конечно, минимальны, но мы побываем и здесь, и там. Билет стоит в этот музей $5 на взрослого, и в стоимость билета включен еще и гид англоговорящий или испаноговорящий. Посмотрим, что нам интересного расскажут, будем с вами делиться. Here you can find the biggest tarantula on earth, Goliath. Oh my god. Yeah, that's why it's called Goliath. Because I'm showing you here just the baby size. Goliath. This is just the baby. It's gonna be harder to find the animal because you need to be inside into the river and you need to pee. But we can be from the border, like 1 meter away. В общем, эта рыбка, она попадает в организм человека через уретру. Да. Это пенис-фиш. Самый большой, кстати, размер. Да, это самый большой размер. Здесь в музее нас познакомили с индейцами, скажем так, которые живут в лесах Эквадора. И интересно то, что эти индейцы вышли на свет совсем недавно. Здесь есть фотографии, которые были сделаны 15 лет назад. Многие из них сейчас доброжелательные, живут среди людей, а есть те, кто еще до сих пор остались в лесах, но они агрессивные. Как можно отличить серьги в ушах? Если у них что-то есть в ушах, значит это агрессивный член племени, с которым лучше не встречаться, если такого увидите, убегать. А если они добрые, то у них в ушах уже ничего нету. И здесь есть такая штучка, которую они использовали, чтобы охотиться. Вот она, огромная длинная палка. Сюда вставляли палочки из растений разные, из сока растений, и стреляли в животных и в людей. Живут эти племена сейчас на территории Эквадора с этой стороны, и говорят, что здесь даже никто не был. Вот здесь идет побережье, здесь находится Кито, а сюда даже многие не доходили. А вот и линия экватора с этой стороны. Сейчас у нас будет квест. Нужно будет поставить яйцо на гвоздь, и оно не должно упасть. Если ты его поставишь, то ты будешь мастером ставки яиц, получишь диплом. Только на экваторе можно поставить яйцо на гвоздь, чтобы оно не упало. Я пытаюсь поставить яйцо. Спустя 2 часа. Нет, я не могу. Ты не смогла? Да, яйцо должно стоять на гвозде. Вот тут у мужчины получается, походу. Ну? Focus on it. We're supposed to try the egg. That was close. Yes. Look at that. Ура! Молодец!
You want У Вовы получилось поставить яйцо на гвоздь. У меня получилось поставить яйцо, а у других не получилось. Сейчас все снимают яйцо, которое я поставил. Якобы как это круто. Здесь мы сверяли часы, и очень интересный факт, что на экваторе всегда солнце восходит в 6 утра и заходит в 6 вечера. То есть тут нет такого понятия, что там самый длинный день или самая длинная продолжительная ночь. Всегда здесь одинаково солнце восходит и заходит. when two currents are colliding under the sea, they Очень интересный факт, что стоя именно на линии экватора, вода должна сливаться без воронки. Сейчас мы проверим. Тут есть специальные листочки, за ними нужно наблюдать. Воронки нет. Сейчас мы переместим раковину на северное полушарие и в южное полушарие. Сейчас северное полушарие нам помогает гид. Напоминаю, что нужно смотреть на листочки. Тут уже есть воронка. Здесь против часовой. Да, против Угу. часовой. О, здесь уже воронка идет по часовой стрелке. Look at the leaf. Only look at the leaf. Go in clockwise. Да, здесь по часовой. Thank you. Так, ну что, Вова сейчас получит диплом. Он поставил яйцо на экваторе на гвоздь. first and last name. Я получил свой сертификат. Я мастер балансировки яиц на линии экватора. Ну что насчет музея? Мы все-таки выяснили, настоящий это музей или нет. Это линия экватора, которая нарисована здесь. Это новая линия экватора, которую нарисовали где-то приблизительно 20 лет назад. Старая линия экватора, которая нарисована 200 лет назад французами, находится в другом месте. Из-за того, что линия экватора всегда сдвигается, сейчас это считается настоящей линией экватора. Сейчас мы находимся в музее Митат дель Мундо. Вход в этот музей стоит $5 на человека. И я стою на желтой подлинной линии экватора, которая была нарисована в 1736 году во время французской геодезической экспедиции. Позади меня расположен 30-метровый монумент, который был установлен в 1979 году и увенчан глобусом. Посмотрите, какая красота. И вот она линия. Здесь внизу линия экватора. Мы поднялись наверх. И интересно то, что входной билет стоит $5 на человека, и вы можете пользоваться всей этой территорией. То есть вы можете подняться не только на монумент, а еще и прогуляться внизу. Там есть несколько кафешек, там показывают представления, танцы, которые вы тоже уже видели в этом видео. Вот. И есть небольшая деревня, где показано, как раньше выглядели поселения коренных местных жителей. Еще круто то, что здесь везде горы. Этот памятник находится на высоте 2400 метров. Этот город называется Пичинча, расположен в северной части 26 километров от центрального города Кита.
После прогулки по музею Солнца и линии экватора мы решили приехать в старую часть города, чтобы полюбоваться самым высоким зданием в городе Кито. У меня за спиной находится базилика Дель Вота Националь. Это одно из самых красивейших зданий в столице. Интересно то, что высота каждой колонны, которая здесь 115 метров. Эти колонны видно практически с любой части города. Сейчас пройдем вовнутрь, посмотрим, что там. Здесь существует одна очень интересная легенда. Строительство собора началось в 1883 году, и официально собор еще не достроен. Легенда гласит, что как только собор будет достроен, наступит конец света. Вообще здесь визуально не видно, что идет строительство. Невозможно сказать, закончен он или не закончен. Может быть, все это связано как раз с этой легендой. А может быть, правительство официально не хочет объявлять о том, что собор уже достроили, чтобы не начался конец света. Здесь внутри такой красивый дворик. Можно прогуляться. В конце вон кафетерий даже стоит. Вообще слышал, что можно подняться на самый верх, но сейчас мы узнаем, можно или нет. Здесь также есть такой интересный плацдарм, лестничка наверх, откуда можно сделать крутые фотографии на фоне собора. Ну, вообще поснимать его сверху можно. Также я обратил внимание на очень интересную особенность этого собора. Несмотря на то, что собор был построен в готическом стиле, 7 привычных химер и горгулей, которые украшают обычно соборы, их заменили на животных с эквадорской фауны, такие, например, как кондоры, дельфины, черепахи, обезьяны, ящерицы и многие другие. Все-таки надо, чтобы подняться наверх, купить еще один билет. Мы его купили. Сейчас будем подниматься. Билет стоит $3 со взрослого. Путь оказался не из простых. Поднимаемся все выше и выше. Все, наш подъем удался, мы поднялись на самую высокую точку собора, 115 метров, практически 115 метров. И тут открываются вот такие виды. Бах! Бам-бам-бам. Возможно, можно подняться еще выше на этой лестничке. Вот. О, а здесь есть еще один вулкан. Сейчас я вам покажу. Вот там наверху. На этот вулкан мы тоже будем подниматься в этом выпуске. А с противоположной стороны Катя нашла вид еще круче. На холме статуя, про которую мы также расскажем дальше. Одна необычная особенность этого города — это еще то, что он находится на высоте 2800 метров. И здесь, когда ты гуляешь, выходишь на какие-то смотровые площадки, ты всегда видишь, как облака опускаются на город, на горы, на вулкан. Вот оттуда идет туча, буря какая-то. Все равно это очень-очень красиво.
После собора решили прогуляться в сторону исторического центра города Кита и пришли на площадь Независимости, самую главную площадь этого города. Здесь очень много разных красивых сооружений. Первое, что хотел показать, это президентский дворец, который находится у меня за спиной. Довольно-таки часто бывают такие мероприятия, что президент выходит на крыльцо и, в общем, общается со своими жителями, машет им там. В общем, такие движения здесь часто происходят. И с противоположной стороны от этой площади находится кафедральный собор. Сейчас не видно из-за деревьев, мы сейчас прогуляемся, глянем. Но могу сказать, что на площади не так уютно, как кажется, потому что здесь очень много людей, очень шумно, довольно-таки грязно. Но, в принципе, как я заметил, как на всех главных площадях во всех городах Латинской Америки. Здесь в центре должна была быть красивая статуя, но часть ее на реконструкции. Мы сейчас приехали на канатную дорогу города Кита. Будем подниматься на канатке на вулкан Пичинча. Высота вулкана 4786 метров. Сейчас будем покупать билеты. Интересно то, что когда-то это была самая высокая канатная дорога в мире, но сейчас уже не так. Мы покупаем билеты. Подъем туда и обратно стоит $8.50. Поднялись на канатной дороге на высоту 4050 метров. Станция находится здесь. Начали мы наш подъем с высоты 2500 метров. Приблизительное время подъема составляет 18 минут. Здесь есть велосипедная дорожка. Очень много людей сюда поднимаются и спускаются на велосипеде вниз. Но угол, конечно, очень интересный. Здесь наверху несколько смотровых площадок, где можно прилечь, присесть и любоваться видами. Но это не Кита, это провинция Пичинча, или как-то так. Вот, Кита находится с противоположной стороны. Там. Сейчас туман покрыл один из пиков этого вулкана. Интересно то, что этот вулкан действующий, и он извергался несколько раз. Самые опасные извержения были в 1999 году и в 1660 году. В 1999 году пепел с этого вулкана покрыл полностью весь город Кита, который сейчас, кстати, видно у меня за спиной. И здесь есть несколько трекинговых маршрутов. Сюда можно подняться, взять с собой экипировку и прогуляться. Пройтись можно к пику, можно пройтись дальше. В общем, очень много маршрутов. Ну, в принципе, это круто, потому что здесь у тебя город внизу. Сел на фуникулер, на канатку точнее, поднялся наверх и пошел гулять по всей этой красоте, по этой природе. Но погода, конечно, здесь непредсказуемая. Сейчас будем спускаться вниз уже, и в этот раз мы поедем в кабинке вдвоем. О, там люди идут, быстрее, быстрее, run! Ну что, друзья, сейчас мы приехали в центр города, где находится холм Эль-Панисильо. Здесь, на этом холме, расположена статуя Девы Марии высотой 41 метр. На строительство этой статуи было потрачено 7000 листов алюминия. Очень много туристов пытаются подняться на этот холм к статуе Девы Марии пешком, потому что холм находится очень близко к историческому центру города, где большинство достопримечательностей. Но мы решили приехать сюда на такси. Почему? Потому что в интернете очень много информации, что здесь очень опасный район и сюда стоит подниматься на машине, но ни в коем случае пешком. Здесь на холме находится несколько смотровых площадок, откуда открываются крутые виды на весь город Кита и на вулкан Пичинча, на котором мы уже были в этом выпуске. Также на холме находится несколько лавочек с сувенирами, где можно что-то себе прикупить. И на этой статуе есть смотровая площадка, можно подняться и пройтись вокруг.
Друзья, ну вот и подходит к концу наш выпуск столицы Эквадора Кито. Снимаем мы его на смотровой площадке вулкана Пичинча высотой 4784 метра. Что хотелось бы сказать, Кито очень необычный город. Несмотря на то, что здесь нет огромного количества красивых высотных зданий, здесь очень много интересных достопримечательностей, музеев, красивых соборов. И город окружают невероятно красивые горы и вулканы. Очень необычное место. Друзья, не забывайте брать с собой теплые вещи. Здесь достаточно прохладно. И спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч.